Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Plants World. Сегодня у нас будет видео сразу на несколько тем. И разберем и про уход за спатифилмом моменты, которые я еще не говорил на этом канале или говорил очень мало. И, конечно же, приготовим очень простую, эффективную подкормку аптечную, которую можно легко достать, получить в любой аптеке и применить эффективно для вашего растения. Так что будет интересно, присаживайтесь поудобнее, заготовьте себе что-то вкусное и начинаем. Как известно, никакие подкормки не спасут и не помогут, когда у нас плохая ситуация с уходом, плохая посадка растения, плохой грунт. Все эти моменты, они очень критическими могут быть, а гораздо даже более важными, чем подкормки. Хотя подкормки, конечно, они могут очень даже эффективно сказаться на цветении, на внешнем виде растения, но без правильного ухода все это смысла не имеет. Поэтому в первую очередь обратите внимание, правильный ли у вас горшок подобран под это растение. Потому что, казалось бы, горшок не так уж важен, но на самом деле сразу для двух важных моментов горшок у вас должен иметь хорошее количество дренажных отверстий, достаточное. У меня их вот не так, казалось бы, много, но их хватает полностью. Вода не застаивается никогда в горшке, все быстро протекает, и это очень важно. Я считаю, это очень хорошо, если у вас очень много дренажных отверстий. Дренаж должен быть очень хорошим. И это во вторую очередь хорошо, потому что можно поливать растения, просто поливая воду, заливая ее в поддон. Таким образом, цветок будет пить сам столько, сколько ему в данный момент нужно. Если вода там останется, то вы ее просто можете слить потом, через какое-то время. И, конечно же, никаких гнилостных процессов не будет у нас развиваться, если вода не будет долго стоять в земле. Ну а сейчас вместе с вами проделаем то, что я делаю где-то раз в полгода. Такая процедура, которая нужна, я считаю, любому спатифилуму, которого есть листики, которые вам не нравятся внешне, которые выглядят плохо, и даже те листики, вы можете удивиться, но даже те листики, которые вроде бы здоровые, но маленькие, какие-то скрученные, все это тоже можно спокойно убрать, не нужно этого бояться, и поверьте, в итоге вы будете рады, и растение будет радо, потому что у прочистки старых и некрасивых листьев есть несколько плюсов. Во-первых, больные листья, если мы убираем, то это предохраняет растения от распространения всяких начинающихся, возможно, заболеваний, в первую очередь от возможного появления вредителей. Если вдруг они у вас появились на одном листике, вы его уберете, и это уже хоть что-то, но тоже польза будет. Не так быстро эти вредители распространяться, и вы сможете их легче от них избавиться. А также точно и с болезнями, со всякими, которые на листьях у нас могут появляться. Это только первая польза. А если мы убираем даже просто не очень красивые листья, то тут тоже будет, помимо того, что эстетически вы начнете наслаждаться больше видом вашего растения, оно будет красивое, только с крупными, красивыми, блестящими листьями, без каких-то желтых пятен некрасивых, без скрученных вот этих вот маленьких листьев, которые портят полностью всю композицию, весь вид. Помимо всего этого, когда вы их уберете, растение начнет лучше дышать, будет легче воздух проходить между листьями, будет лучше это все кондиционироваться, можно так сказать. Вы не только не навредите вашему цветку, а главное, он станет украшением действительно вашего дома. Вот эти вот маленькие листья, они, согласитесь, не украшают. То есть, если вот много вот таких маленьких скрученных каких-то непонятных листьев, неполноценных, их лучше всех убрать, потому что растение у нас здоровое, растение спокойно с этим справится, это для него не будет большим стрессом, если мы не будем, конечно, переусердствовать, не стоит срезать, если у вас все листья не очень хорошем состоянии, лучше, конечно, уже заняться уходом за растением и правильными средствами для ухода, в том числе подкормками, помочь ему восстановиться, а потом уже производить обрезку. Ну и, конечно же, помимо всего прочего, вот посмотрите, сколько листьев у нас получилось сегодня убрать. Целая такая горсть. Я убрал вот в основном самые такие некрасивые листья. Осталось, конечно, немножко с изъянами, но зато теперь растение все равно выглядит лучше. Не буду уже слишком много сегодня убирать листьев. А теперь давайте займемся подкормками. Когда наше растение приведено в порядок, когда мы видим, что
Сейчас у меня как раз оно цветет, ему нужно много сейчас питательных веществ для поддержки этого цветения. Если у вас оно не цветет, то для вас даже более актуально, чем для моего случая. Потому что если у вас правильный уход и с растением, казалось бы, все хорошо, но цветов нет, то это как раз явный признак, что нужна срочная подкормка. И растение тогда у вас будет долго, красиво, пышно цвести. Листики, конечно же, мы тоже сегодня будем задействовать. Не только корневая будет подкормка, но и для листьев. И сегодняшнее средство аптечное — это таблетки витамина В1. Такого средства еще, наверное, на этом канале я ни разу не показывал. Абсолютно новый метод. И он очень эффективен, потому что у этого средства сразу много очень хороших свойств. Во-первых, он помогает активному росту новой листвы у спатифилума, помогает пышно, красиво цвести, укрепляет иммунитет нашего растения, защищает листья, делает их более устойчивыми к пожелтению, увяданию и плохому внешнему виду, как следствие, разумеется. И регулярное использование этого средства поможет спатифилуму оставаться здоровым, полным жизни и очень красиво цветущим на долгое-долгое время. Но кроме этого, если ваше растение сейчас в плохом состоянии или оно после пересадки находится в стрессовом состоянии, то для реанимации растения это средство также незаменимо и отлично подходит. Как вы сейчас видели, я использовал простой способ с ложками, чтобы раздавить 2 таблетки витамина В1 на литр воды. У нас будет такая дозировка. Сейчас главное хорошо это все перемешать, чтобы частичек не осталось по возможности, максимально все это растворим. И вот это наше средство отлично подойдет не только для здоровых, красивых растений, чтобы они выглядели еще лучше, но и для ослабленных и больных даже растений. Так что этот витамин также еще называется тиамин. Мы не будем ограничиваться одним способом использования этого удобрения, просто полить растением. Мы можем еще и опрыскать листья, просто налить в брызгалку получившееся наше средство и спокойненько листики все побрызгать, потому что растения через листья тоже могут часть питательных веществ впитывать, как известно, и такой способ будет тоже очень даже полезен. Друзья, важно использовать удобрения, конечно, правильно, не переусердствовать с ним, и в такой вот дозировке, как я вам показал, можно ограничиться одним использованием за месяц в период активного роста. Можно поступить иначе, можно сделать дозировку по одной таблетке на литр воды, но использовать это средство 2 раза в месяц. Можно разбавить, то есть можно либо так, либо так. Но не стоит переусердствовать. В период активного роста весна-лето у нас при дозировке в 2 таблетки на литр будет использоваться раз в месяц примерно. Бывает иногда недостаточно просто опрыскать растение на листьях, все равно остается пыль, которая прилипает к листьям, и тогда лучше просто каждый листочек протереть уже ватным диском. Друзья, вы можете помочь очень многим другим людям также узнать про это средство, просто поставив лайк, вам это ничего не стоит, а может помочь очень большому количеству людей. Друзья, есть еще один важный момент в использовании этого средства, что не стоит на нем зацикливаться. Это не полноценная подкормка, которая даст растению все необходимые питательные элементы. Это всего лишь часть, ее стоит сочетать с другими средствами, которые также нужно правильно использовать. У меня на канале очень много таких видео, можете посмотреть, выбрать сами или посмотреть просто мое прошлое видео, там очень интересное, полезное средство. Так что прямо сейчас переходите и смотрите. Увидимся совсем скоро, всем пока.